Приветствую вас на канале Провальный инвестор. Сегодня очередной выпуск в нашей серии «Как еврею стать богатым». Разбираемся дальше. Первые два выпуска уже доступны на канале. Я рассказываю только то, что я действительно сам использую, привожу свои примеры. Поэтому если вы еврей и хотите начинать понемножечку улучшать свое материальное благополучие, я очень рекомендую хотя бы послушать, о чем там идет речь. Сегодня у нас будет шаг номер 3, как еврею стать богатым. Будем говорить о том, почему стоит помогать другим евреям, как это работает, на какой результат можно рассчитывать, и расскажу, как это в моей жизни просто в корне поменяло все, что я делал. Давайте разбираться. Итак, начну я, пожалуй, с того, что где бы вы ни были, на какой территории вы бы ни находились, если это страна СНГ, то нас изначально неправильно, можно сказать, эти территории воспитывали, потому что все эти страны, люди заточены только на себя, они все максимально эгоисты, им глубоко плевать на соседа, на брата, на свата, на кума, они могут только нас обвинять в том, что мы там такие-сякие нехорошие. На самом деле, как говорится, жили, знаем, никому там дела ни до кого нет, и в этом основная проблема для нас, потому что, живя на этих территориях, мы постепенно впитываем всю эту весь этот негативный подход к окружающей среде и то, что называется человек человеку волк и так далее. Все эти подходы, они известны нам каждому с детства, и это абсолютно нормально, когда живешь на какой-то территории, ты впитываешь то, что там происходит, но именно для еврея это максимально губительно, потому что суть еврея – это не волк-одиночка, суть еврея – это часть коллектива. Понятное дело, что еврейского коллектива, под тем, когда я имею в виду, что нам нужно быть с кем-то, кому-то помогать. Короче, все, о чем я говорю, это касается только евреев, чтобы было понятно. Так вот, еврей не может быть один. Еврей должен быть частью коллектива, еврей должен быть среди других евреев, быть частью системы и так далее. Поэтому изначально подход, что мы там, каждый сам по себе, моя хата с краю, как у нас в Украине говорят, и мне остальное по барабану, то для еврея это изначально очень плохая ситуация. Она будет плохо влиять и на него, и на все его и материальное положение, и другие вещи. Поэтому изначально этот подход, он для евреев является неправильным, и он ни к чему хорошему не приводит. А теперь мы перейдем к тому, как да, надо быть. Потихоньку переходим, когда еврею стоит поступать. Во-первых, начнем с того, что еврею крайне нежелательно жить не в еврейском коллективе. Поэтому есть даже закон, что там, где нет хотя бы 10 человек, еврею вообще нельзя жить. Перенесем это на наши реалии. Очень желательно жить среди какой-то общины, даже если это какой-то город, находиться при общине и так далее, потому что понятное дело, что окружающая среда плохо на нас влияет со всеми своими вот этими разложениями моральными, этическими и так далее. И хотя бы, когда мы держимся друг за друга, то тогда это происходит хотя бы гораздо медленнее, и там, скажем так, один еврей может хотя бы немножечко положительно повлиять на другого еврея. И перейдем к нашей теме, как еврей должен себя вести. Еврей должен максимально помогать другому еврею. Вот думать о том, чем бы ему помочь и так далее. Там, хочешь, приходи ко мне на шаббат, давай быть там партнерами в бизнесе, давай я тебе тут помогу, там помогу. Это путь к успеху. На самом деле, начнем с того, что это просто... Вот представьте себе такого человека, который всем всегда помогает. Это просто душа коллектива, с ним всегда приятно. Поэтому чисто даже с человеческой точки зрения всегда быть лучше человеком, к которому все хотят обратиться, все хотят с ним быть вместе, чем все от него шарахаются и так далее. То есть даже чисто с человеческой точки зрения такой человек на самом деле даже в бизнесе он начинает зарабатывать больше. У него есть больше связей, у него есть больше возможностей, люди хотят с ним делать бизнес, партнериться и так далее, либо работать. И у него чисто даже технически это влияет на его заработок. Потому что когда ты со всеми открыт, ты со всеми дружественен, ты говоришь, давай я тебе тут помогу, давай мы тут запартнеримся, давай там запартнеримся. Потом уже со временем твой, как говорится, бренд начинает работать на тебя, люди уже потихоньку к тебе обращаются. И, в общем, можно очень легко понять, как такое отношение и подход к жизни и к людям
он изначально более положительно будет влиять на ваше финансовое благополучие. Это первое. Второе, это попробуем перейти немножко на более высокий уровень, так как мы все-таки евреи, нам есть о чем поговорить более чем о хлебе насущном и о каких-то самых низших материях. Поднимаемся немножко в более высокую сферу и смотрим на это свысока. И для того, чтобы было понятно только, как говорится, нашим, можно представить это в виде такой аллегории иносказательно, что вот представьте, значит, есть папа, у него есть два ребенка. И вот он в целом хочет им двоим дать. И вот представьте, есть две ситуации. Первая, значит, он дает одному ребенку, и тот говорит, значит, подходит к другому, к своему братику и говорит: смотри, мне папа дал, вот я тебе честно отдаю, давай вместе, давай это. Как смотрит на это все нормальный родитель? Понятное дело, он хочет давать такому ребенку еще и еще. И я думаю, понятно, к чему я клоню, что такой ребенок будет, в общем-то, получать все больше и больше. Теперь представьте другую ситуацию, когда папа дал одному в надежде на то, что он поможет другому, передаст, или, в принципе, ничего не дает, а смотрит, как они между собой коммуницируют, и у них там разборки, это мое, это твое, это... И, в общем, понятное дело, что никакому папе не будет приятно, когда его дети разобщены и так далее. А тем более, если он дает действительно одному, что тот не поделится с другим, понятное дело, что желание давать такому ребенку, оно, скажем так, будет минимально. Ну и я думаю, что евреи очень быстро понимают, о чем я говорю, и, соответственно, могут сделать выводы. Это два. А в-третьих, перейдем от теории к практике, потому что я знаю, что евреи не очень любят бобы майса, они любят тахлис. Тахлис – это, если очень дословно, что по бабкам, что по факту. Ты мне сейчас рассказывал какие-то майсы, как это хорошо в теории, а ты мне на практике покажи. Так вот, рассказываю историю реальную, которая произошла со мной, которая еще раз убеждает меня о том, что если ты помогаешь другому еврею, ты никогда не останешься в накладе. Причем даже если ты просто помыслами там подумал, как ему помочь, ты даже что-то не делал, все равно это тебе все засчитывается. Так вот, история такая. Значит, был парень, еврей, жил в Донецке. В 2014 году наши так званые старшие братья решили туда нежданно-негаданно наведаться. Он остался ни с чем, уехал в Киев налаживать новую жизнь. Значит, как мы знаем, последнее событие, что эти старшие братья решили и там нас в покое не оставить. И, в общем-то говоря, он перебрался в Одессу. Ни с чем приехал, ни кола, ни двора, ни денег, ничего. Какую-то помощь, конечно, Украина платит таким людям, но это не большие деньги. И вот, значит, этот парень, когда, как говорится, еврея полностью накрывает все с головой, он вспоминает, что он еврей, и, собственно говоря, он пришел в синагогу на шаббат. Я думаю, для тех, кто понял, о чем идет речь, то есть на шаббате у нас хотя бы человека покормят. Вот такое положение у человека. И вот, значит, он пришел на шаббат, познакомился с моим братом, и через какое-то время, так как мой бизнес уже не работал, и мне делать именно с точки зрения бизнеса было нечего, чем занимается еврей, если не бизнесом, помогая другим евреям. И так мы познакомились с этим мальчиком, потому что там нужно было освободить одно из помещений от еды, потому что иначе все испортится, все замоняет. И, собственно говоря, я занимался тем, что думал, кому это там передать и так далее. И мой брат говорит: сейчас к тебе придет парень, дай ему там что-нибудь, что осталось. Так мы с этим парнем познакомились, и, в общем, так я узнал его историю. Соответственно, через какое-то время у меня появилась возможность дать ему какую-то самую мелкую подработку, но хотя бы мы начали в каком-то там контакте быть и так далее. И как-то мы сидим на шабате, общаемся, он говорит: вот там проблема арендовать жилье, потому что дорого и так далее. И тут до меня доходит, что есть у меня знакомые, которые на текущий момент не в Украине, жилье все равно пустует. И, в общем-то, я говорю после шабата знакомым, что вот смотрите. Даже я брату сказал, что ты их лучше знаешь, поговори, чтобы, может, они пустят его пожить. Понятное дело, что это евреи, конечно, пустили другого еврея, пожалуйста, живи себе сколько угодно. И так, соответственно, мы решили вопрос с жильем. То есть я там даже ничего особо не делал, я просто подумал, что, может быть, у моего брата будет опция, как это все устроить. И так оно и получилось. Через какое-то время
у нас в общине есть возможность ходить в колледж, за колледж тоже платят деньги, и, соответственно, так как мальчик никого не знает, у меня получилось поговорить с руководством общины, говорю, вот есть мальчик хороший и так далее, возьмите его в колледж. Собственно говоря, его взяли, и таким образом получилось еще и решить его финансовый вопрос, потому что там платят, ну, относительно очень даже неплохие деньги. И, собственно говоря, там и кормят, там и поят и так далее. И таким образом, то есть я от себя в целом ничего вообще не оторвал, и данный парень получил и жилье, и питание, и хорошую зарплату. Теперь к чему я это все рассказываю? А рассказываю я это ни в коем случае не для того, чтобы там показать, какой я хороший, или там какой я добрый, или какой я недобрый. Это все абсолютно без разницы. А рассказываю я это для того, чтобы вы поняли, какая взаимосвязь между тем, что было дальше. А дальше все очень банально. Мой бизнес, понятное дело, из-за войны развалился. И вот я оказался ровно на том же месте, где еще недавно был этот мальчик. То есть ничего нет, я беглец, потому что наши так званые старшие братья оставили куча городов Украины без света, без воды, без интернета, без связи, без ничего. В общем, как говорится, спасибо большое в кавычках. И, соответственно, я сбежал. И вот я остался на том же месте, на котором был еще до недавно этот мальчик, только на разных территориях. И, понятное дело, кто пришел мне на помощь? Евреи. Это понятное дело. И дали мне и хорошую работу, и дали мне жилье, и дали мне, даже оплатили и билеты, и легализовали меня как мой статус и в одной стране, и в другой стране. И, в общем, все сделали по высшему разряду. И на текущий момент, вот как у того мальчика, все, слава богу, так и у меня в целом все, слава богу. Поэтому к чему я это рассказываю? Что как только вы помогаете другому еврею, у нас это называется меда кенегет меда, мера за меру, вы в любом случае получаете кэшбэк. И если тот мальчик на текущий момент живет в Одессе, я получил кэшбэк, я живу в Дубае. Тот мальчик получает одесскую зарплату, я получаю чуть-чуть больше одесской зарплаты и так далее. Это вот вся суть этого рассказа, для того, чтобы вы понимали, как это работает. И это не единичный случай, это как раз продолжение всех тех первых двух этапов, о которых я сегодня рассказывал. Вот такой вот он третий шаг к успеху. По крайней мере, я на своем примере рассказал, как это работает. Если вы еврей, однозначно ваша задача помогать другим евреям, и вы всегда будете чувствовать, как вы получаете просто гораздо больше кэшбэк, чем вы вложили. Это не кэшбэк за продукты 1%, это будет больше, гораздо больше, чем то, что вы вкладываете. И неважно, вы помогли деньгами, или вы помогли советом, или вы помогли контактами, связями. Это все абсолютно не важно. Если вы еврей, думайте о том, как помочь другому еврею, как сделать его жизнь лучше, и тогда у вас будет и у вас все хорошо, и здоровье, и богатство у вас, у ваших детей, у всего народа Израиля. Амен ве амен села.